Парижа, Орли. И моя поездка в Париже начинается именно с него. Я уже вышла только что с посадки самолета. И теперь будем пытаться ориентироваться в аэропорту. Судя по большому количеству букв А, возможно, это терминал А. Я приехала сюда не одна. Должна приехать еще моя подруга из Стамбула. Вот, у меня квест найти нужный терминал, а терминал, между прочим, номер 4. Вот, то есть здесь везде буквы, вот. Есть везде буквы, а у нее терминал номер 4. Вот очень становится интересно, куда же действительно нужно идти. А сейчас попробую найти, где бы мне поесть, потому что у меня в запасе целых 4 часа, и их надо как-то будет справить. Можно перекусить. Решила я, значит, пообедать в терминале, в котором вышла, потому что я не уверена, что если я выйду из терминала в аэропорт, там будет какая-то еда. Поэтому встретила вот такой магазинчик с выбором салата. Взяла себе салат с курицей и что-то там еще. Бриош шоколадное, яблоко. И все это вышло у меня на 16,40 евро. Салат 12,95. Бриош 2,25, яблоко и 20. Все, можно теперь пытаться найти подругу. Нам нужно выйти в остальные гейты, выйти в город. Вообще сегодня знаменательный день в Париже, в парижских аэропортах, а может быть и во всей Франции. Здесь сегодня 3 июля и завтра 4 будет забастовка. Она даже уже есть. И моя подруга должна была прибыть из Стамбула буквально вот сейчас. Но вчера вечером объявили, что ее рейс отменен, благо предложили другой взамен на попозже. И изначально мы планировали встретиться вместе, и как раз-таки я подобрала рейс специально, чтобы мы могли вместе уже никого не ждать и выйти. Но так получилось, что именно ее рейс отменили, и спасибо, что хотя бы не мой. Потому что если бы у обеих отменили, это было бы вдвойне сложнее. Картинная галерея. Клод Моне. Это напечатано. А выглядит как настоящая рамка. Эдуард Моне. Это сам музей. Можно сделать вид, будто бы я нахожусь в музее. Вот. И никто и не отличит, не скажет, что я в Арсе не была. А бы так поровнее. Все, я в Арсе, прям в аэропорту. Как же я боюсь эти двери. Как же я боюсь. Вот не застрять бы. Выпусти меня. Наконец-таки не жарко, потому что там, где были картины, прям вот как какой-то, не знаю, в теплице находилась. Подхожу к багажному отделу и к выходу. Тут пишут «Добро пожаловать». Мерси. Здесь такая информационная табличка с транспортом и, не знаю, какой-то телевизор. Пожалуйста, английский. О, русский есть, русский. Отлично. Куда бы ты хотел поехать? Пока никуда. Дисней Париж, аэропорт Ла-Шарли. На станции. Ой, я даже не знаю, на какую станцию мне найти. А я не знаю. Не знаю, давай, допустим, Эйфелеву башню. 2 пассажира, 0,3 багажа. Посмотрим. Выберите маршрут, чтобы увидеть детали. 57 минут, час 06, 15 евро с человека. Давай, например, вот этот. То есть идти 16 минут до автобусной остановки. Тут рассказывают, на какое метро надо сесть, чтобы доехать до башни. Вот она в угол. Так, интересно. Дома. Забавно. Здесь тоже, в принципе, схема, я так понимаю, схема терминала. Орли 1-2. Так, наверное, это 1 из 2 терминал. Вот, Орли 3, Орли 4. Значит, мне надо вот сюда. То есть я нахожусь здесь. И, в принципе, наверное, можно взять поезд и проехаться до 4-го, потому что через весь аэропорт нужно тогда пешком идти.
Посмотрим, как будет удобней. Мы вышли на выход. Теперь нужно понять, куда нам идти. Мне не нужно метро, мне нужны другие терминалы. Вот не знаю, здесь какой-то есть Орли-Вау. Он выглядит так, как будто бы это трансфер между терминалами, поэтому пойдем направо. Нашла вот такой указатель Орли-4. Мне, в принципе, туда и надо. Отправляет куда-то наверх. Возможно, как раз-таки к трансферу до терминала. Едем. Уже встречают макароны и шоколад. Шоколад очень вкусный. Идем дальше по указателям на Орли-4. Я уже, конечно, была в этом аэропорту последний раз 3 года назад, но, во-первых, я не мигрировала между разными терминалами. Меня встретили, как раз-таки сейчас встречаю я. Вот, и я уже, честно говоря, не помню, как тут все обстоит, вот эти все дела, потому что обычно приехал в терминал, из него сразу выезжаешь на выход в город, да. И тут, получается, обычно не нужно никуда ездить. Подходим к станции, здесь железная дорога. Наверное, это как раз-таки вот этот трансфер, шаттл между разными терминалами. Показывают, что будет через 4 и через 11 минут. Ну, подождем. Пишут, что между 4 терминалами 2 минуты. То есть 4-й, он как будто бы на отшибе, а 1-й, 2-й, как раз-таки вон там указатель. Они как бы вместе стоят, значит. Ехал поезд. О, можно прям вперед сесть. А, мы сзади самом, в другую сторону поедет. Ну ладно. Сейчас посмотрим, сколько будет ехать. Очень приятно, что здесь есть кондиционер, потому что в Париже на той неделе было 40. Сейчас, получается, четверг, там тоже жара продолжается, и она только примерно сегодняшнего дня будет спадать. Вот, приятно, что есть кондиционер, потому что солнце, конечно, уже печет, уже больше, чем полдень. Я бы сказала, меньше 2 минут ехали, все. Просто на 30 секунд присели. Посмотрим, куда мы вышли. Вышли как будто бы в отдельный другой аэропорт. Орли-4. О, вот тут вот вид красивый. Какой-то даже искусство на стенах. Париж, Орли. Клево. Пойдем смотреть. Пришли в 4-й гейт, точнее терминал. Только нам нужно не депарчер, а приезжие. И сразу же здесь стоят машины. А что за машины? Не знаю, что. А, это посадочные талоны, видимо, печатать. Ага. А нам нужно в другое место. Поскольку нет никакой навигации для прибывающих, то, наверное, выйду на улицу и посмотрю, потому что обычно те, кто вылетают и прилетают, они находятся как минимум на разных этажах. Гуляем, ходим, даже спросить не у кого. Так, вот у нас указатель на Air направо. Ну, мы и пойдем направо. Солнышко приятное, ветерочек такой. Не знаю, по ощущениям, градусов 26 точно есть. Обещали вообще больше. Сегодня больше 30. Ну, вот не знаю. И еще заодно и дождик, как раз-таки на конец недели, на последние наши дни
путешествие прогнозировали, но я надеюсь, что ничего не будет. И с одной стороны, как бы и жары такой не хочется, большой под 40 градусов, потому что очень тяжело, конечно, так гулять. А с другой стороны, и дождя тоже не хочется. То есть вот какое-то среднее, промежуточная вот погода, там вот 30 в среднем, было бы очень хорошо. Кроме той таблички с направлением больше нет никакой. Я просто иду прямо, аэропорт как будто бы заканчивается. Там уже впереди не особо-то что-то и есть, чтобы куда-то можно было идти. Да, и как-то не думала, что очень сложно как-то найти то место, где встречать людей, потому что обычно везде всегда все написано, а здесь я уже иду не знаю сколько вперед и вообще ничего не видно. А вот как раз шаттл идет забирать людей из 4-го терминала в 1-й, 2-й и 3-й. Я наконец-таки вошла в аэропорт, и снова нет ни одной таблички, где находятся прилетающие, куда нужно идти, чтобы кого-то забрать. Для этого мне нужно пройти в конец коридора, где я видела эту табличку снаружи, и там уже повернуть туда, куда показали. В том месте, где висит табличка, снаружи не пройти. То есть нужно все равно оставаться внутри здания, просто либо кого-то спрашивать, либо вот так, как я, ходить гулять, пытаться угадать, а где же находится этот указатель. И вот он, я его сейчас вот и наконец-таки вижу, прям там вдалеке. Один одинешенький такой висит. В общем, не знаю, что-то вот с навигацией тут, конечно, плохо. Возможно, мало кто из приезжающих, кому-то нужно идти встречать, но я больше чем уверена, что я не одна единственная такая, кто так делает. В общем, не знаю. Наконец-то я нашла эту табличку с Arrivals, и мы можем куда-то наконец-то выйти. Возможно, тот поезд, который ехал во вторую часть 4-го терминала, он как раз-таки для тех, кто собирается приезжать. Потому что я там говорила по-французски, я как-то не поняла, по-английски я не стала слушать даже. Вот, моя проблема в том, что я даже не стала слушать. Но, короче, наверное, первый вот выход, на который я вышла, это для тех, кто собирается выезжать. А вот тот вот второй выход, который чуть дальше находится, он как раз-таки для тех, кто кого-то встречает. Вот, наверное, была такая логика. Я ее как-то не уловила, нигде ничего не было написано. И, возможно, поэтому я не смогла сразу ничего найти. Но вот зато сейчас я вижу, что точно мы идем в правильном направлении. Получается, что можно было и дальше гулять, потому что зона встречи людей, она вот такая маленькая, там всего 2 дверцы стоит. И, наверное, действительно нужно где-то пойти отсидеться и погулять в зоне вылета, потому что здесь, в принципе, нечего делать, тут ничего нет. Времени у меня еще целых 3 часа, и нужно придумать, чем я буду заниматься. Вот, например, надо продумать маршрут, как отсюда уехать. Я точно знаю, что здесь есть что-то типа метро или даже электрички Б. Я видела автобусные остановки, но автобусные как-то не знаю. Вот если есть электричка, сегодня нет никакой забастовки очередной, то можно, в принципе, и ее пойти выбрать. А что делать тут 3 часа, даже не знаю. Нашла терминал по оплате покупки билетов на общественный транспорт в Париже. У меня из одной из прошлых поездок остались вот такие 2 карточки. Это как раз-таки проездные, многоразовые, но не вечные. Они не именные, они пополняемые. Стоят, по-моему, то ли 10, то ли 11 евро. И как раз-таки можно приобрести в этом банкомате. Возможно, вот еще есть вот такой соседний. Они 2 практически полностью, я думаю, одинаковые. Сейчас посмотрим. Так, давай English. Вот. Тут опция, если у вас нету вот это Navigo Pass, вот она как раз карточка. Если ее нету, то вы выбираете Region Ticket. Даже 2 евро карточка стоит. Да, я даже соврала. Так. English. Reload. Так, Region Ticket. Хорошо. Full Fare. Одна поездка 13 евро. Угу. Я сначала подумала, что в аэропорту можно заранее купить билеты для поездки по метро в Париже, но оказалось, что нет.
Здесь продаются только билеты для того, чтобы приехать в город, и которые можно использовать потом для возвращения. Если вы знаете, что вы в этом аэропорту, потом поедете обратно, если вам надо ехать. Вот, а все-таки билеты для парижского метро, автобуса и прочее покупаются, видимо, только в Париже. Но это не судьба. Я хотела заранее все вот это записать, свои карточки на проезд, чтобы потом не мучиться, потому что в метро это обычно неудобно, там очень тесно, там очень людно, постоянно странные личности, и там как-то надо и ветрено, и все валится из рук. Здесь, я думала, будет поспокойнее, но не получилось. Ну все, мое ожидание закончилось. Подруга забрала багаж, осталось только выйти ей из заветной двери, и все. И можно ехать в Париж. Хоть мы уже и в Париже, но прям ехать. Иди сюда. Ой. Приехала. Sailor Moon. Наконец-то. Короче, пытаемся теперь поехать в город. И у нас два варианта, но я думала, что один. Есть, оказывается, метро, оно прям в город идет, а есть электричка. Я уже купила билет на электричку, поэтому пойдем на электричку. Поэтому у нас нет вариантов, потому что билет уже куплен, и я не уверена о том, что можно на метро его использовать. Кстати, схема. Этот шаттл, он идет сначала до Синей ветки, а потом эта Синяя ветка уже идет в Париж, и прямиком до Шарль-де-Голль. Но нам Шарль-де-Голль не надо. Сели в поезд. Фух. Садись. Приехали. Ага. Нам нужен билет. Все. Нам нужно ехать в Париж, прямо, то есть. Просто мне интересно, куда направо вообще едет суд. Ну, нам в Париж, вот, в любом случае. Поэтому в Париж. Спустя практически час мы приехали в Париж. Какой-то там монорельс, электричка и теперь метро. Можно выдохнуть. Центр Помпиду, это музей современного искусства. Вот, всем бай, короче.